Друзья, привет! Я продолжаю свой гайд по моду Forestry, рассказываю про пчел, пчеловодство. И сегодня я хочу на конкретных примерах и просто рассказать про то, как заниматься селекцией, то есть выведением новых видов пчел, какие-то гены передавать от одного вида к другому. Так, ну допустим, вот у меня есть какая-нибудь пчела, например, имперская. И есть, например, болотная принцесса. Я хочу из болотной принцессы сделать имперскую. Как это сделать? Это самый простой способ селекции. Нужно просто вот этой пчеле передавать, соответственно, необходимых трутней. Давайте посмотрим, что из себя представляют эти имперские трутни. Вот, срок жизни обычный, скорость производства. Ну, здесь перевод кривой, это, скорее всего, очень высокий. Скорость опыления медленно, но это не принципиально. Питается цветками. Плодовитость 4, очень хорошо. Территория средний и эффект исследовательский, то есть опыт дает. Адаптация, как видите, обычная. Здесь на 3 во все стороны. Устойчивость на 2 во все стороны. И абсолютно все гены. То есть это топовые гены. Топовые гены по всем параметрам. Вот, выводил мой друг. И давайте попробуем эти гены, соответственно, передать принцессе, чтобы она стала такого же вида. Значит, для начала я сделаю один небольшой трюк. Я хочу болотную превратить, но у нее, к сожалению, влажность, она требует определенного значения. И поэтому мне в таком биоме стандартном не получится с ней поработать. Тогда можно сделать такую небольшую хитрость через плотник. Раз, раз. Она стала такой дефолтовой пчелкой. Возьмем сейчас ее и в такую вот пасеку положим. Хоп. Еще здесь мне помогать будут забивенные рамки из мода Magic Bees. Вот. Их суть в том, что они очень резко сокращают срок жизни пчелы. Это очень полезно для выведения новых видов. Вот. Берем пчелку эту мою, кладем. Так, и допустим трутня сейчас дадим, где у меня тут имперский. Хоп. И будем скрещивать разные виды. Я хочу сделать из, соответственно, этой принцессы имперскую. Кладем, хоп, у меня образовалась лесная. Окей, кладем еще раз. И дальше, соответственно, таким вот перебором сейчас мы будем пытаться подвести. Вот лесная, у меня 3 забивенные рамки, соответственно, эта пчелка будет быстро умирать. Что же делать, если у вас нету такого дополнения? Ну, в принципе, придется вам просто ждать. Еще как рекомендация, если вы, например, занимаетесь выведением каких-то новых видов, можно несколько таких пасек натыкать. И пока там одна, соответственно, пасека обрабатывается, вы со следующими работаете. Так, поэтапно просматриваете, перебираете. Здесь, соответственно, для селекции, для выведения вам потребуется просто частенько пользоваться анализатором пчел и смотреть, что у вас получается по ходу дела. И просто заниматься перебором пчел. Процесс не быстрый, но достаточно интересный. Вот у меня уже какая-то имперская образовалась. Давайте посмотрим, какие гены у нее. Видите, все получилось перемешано. То есть часть генов, соответственно, от той стандартной какие-то уже передались от имперки. Вот так вот размазано. Видим, да, все перемешало. Здесь, кстати, уже все топовое получилось. Здесь уже все топовое, как у трутней. А вот тут еще пока что гены не идеальны. Поэтому запускаем еще на один цикл. И обычно 3-4 циклов хватает, чтобы вывести уже как бы такую же соответствующую. Эти я выбрасываю, они мне не нужны. Гены. Сейчас подождем и посмотрим, что у нас сейчас выйдет. Если шифтом нажимать, когда пчела еще в улье, то можно какие-то характеристики увидеть. Краткие. Хоп. Снова образовалось. Причем, обращаю внимание, они не стакаются, потому что они имеют различные гены. То есть хотя бы один ген у них отличается. То есть хотя бы один ген у них разный. Когда трутни начнут стакаться, это означает, что пчела уже, соответственно, как бы там полностью у нее гены все одинаковые. Что рецессивные, что как бы активные. Вот видим, да, что некоторые перемешаны вот здесь вот.
Есть уже такой вот ген, в принципе, уже как у имперки, то есть стандартный. Здесь вот, например, как бы вот этот еще в активном, соответственно, не передался. Продолжаем ждать. И сейчас мы, соответственно, выведем уже топовую имперскую принцесску. Хоп, все. Эти стакаются, значит мы получили, хотя нет. Но это не стакаются, потому что вот эти у меня изучены, а эти не изучены. Если я их изучу, вот этих, и положу туда, то они уже будут стакаться, потому что они уже абсолютно одинаковых генов. Все, пожалуйста. Мы, соответственно, вывели из такой вот пчелки обычной имперскую с топовыми генами. Самый простой вид выведения, то есть просто подбрасываем нужные трутни. А что же делать, если мы хотим какой-то ген передать? Все просто. Мы берем, соответственно, анализатором, вот, проверяем, где этот ген находится, и стараемся, соответственно, вот этих трутней перебирать с нужным нам геном. То есть этих вот, видите, куча трутней с разными генами, и просто перебором, соответственно, вот эти трутни перекидываем. Смешиваем, проверяем, и вот такими вот циклами постепенно нужные гены нам передаются. Еще очень важный лайфхак я вам скажу. Значит, как ускорить выведение пчел. Во-первых, крайне рекомендую, соответственно, скорость жизни выставлять самую низкую, какая есть у пчел. Самую низкую, что особенно если у вас нету дополнения Magic Bees, которое с помощью пасек быстро убивает пчел, у вас выведение может проходить очень долго. То есть пока пчелы не умрут, вы будете постоянно ждать. Но если же у вас срок жизни будет маленький, вы сразу эти гены создадите, то, соответственно, скорость выведения у вас, естественно, увеличится. Дальше крайне рекомендую делать плодовитость с 4, соответственно, пчелками, с 4 трутнями. Это тоже увеличивает, соответственно, скорость выведения, поскольку у вас будет на выходе 4 трутня, и вам будет больше выбора, из чего, собственно, перебирать. То есть старайтесь срок жизни поменьше брать, плодовитость побольше, ну и, соответственно, вам будет намного легче и быстрее выводить. Вот эти вот гены, соответственно, чтобы находить, я вам там в описании оставляю ссылку, как обычно. Можете посмотреть, у каких пчел какие гены стандартные. То есть находите эту пчелу, находите у нее нужный ген. И еще настоятельно рекомендую, соответственно, каждого вида пчелы делать как можно больше трутней, на всякий случай. Окей, это все понятно, допустим, как нам как пчеле передать нужные гены, да, там от трутней, как, собственно, гены передавать от одной пчеле к другой. Собственно, а как же получать новые виды? Потому что вот я в прошлых видео показывал, как найти, допустим, определенные виды, но видов уже огромное количество, да, то есть если мы посмотрим, вот здесь вот где-то есть пчелки, вот они начались, посмотрите, сколько их видов. Но это еще с расширением Magic Bees. Тут даже стандартных на самом деле просто огромное количество пчел, просто огромное. И они могут производить такую продукцию, например, как алмазы, как, не знаю, какая-нибудь пшеница. То есть просто какое-то безумие. Больше всего мне нравятся алмазные пчелы, например. И те, которые производят кристаллы для мода Applied Energetics. Окей, а как же выводить пчел, которых так просто в мире не найдешь? Для их выведения также есть табличка там с мутациями. Здесь в НИИ, если у вас все с НИИ в порядке, можно посмотреть. Вот, к примеру, да, я тут имперских взял где-то, трутней. Так, давайте посмотрим, как этих имперских, собственно, получить, что нам для этого нужно. Вот здесь в НИИ, либо где-нибудь там в справочной информации в интернете, можно посмотреть, как пчел, каких с какими скрещивать, чтобы получать, соответственно, нужный нам вид. Смотрите, чтобы получить имперку, нам нужно будет скрещивать знатную принцессу и величавую, то есть два вида. Чтобы, например, знатную получить и величавую, да, вот мы, соответственно, знатную получаем из обычной плюс развитой. А обычную, в свою очередь, мы получаем из лесной и луговой. А вот эти уже два вида мы, соответственно, просто находим в мире. То есть находим в мире где-то лесную и луговую. Настоятельно рекомендую каждый вид вывести как можно больше трутней, чтобы у вас, если что, они были. Чтобы вывести снова там принцесс ненужных. Дальше берете лесных, луговых, ставите. Еще здесь бывают какие-то дополнительные условия. То есть, помимо прочего, там, не знаю, типа в определенном биоме или там какая-нибудь фаза Луны. Я не шучу, кстати, реально там фазы Луны какие-то нужные, необходимые. Это все можно как бы в интернете откопать. Я вам в описании тоже оставлю ссылки, где можно посмотреть, как выводить. Ну вот, допустим, берете лесную, берете луговую, кладете. И видите, процент
соответственно, выпадение, да, процент вероятности, что у вас получится новый вид, равен 15. Ну, довольно не густо, да. Но как это, соответственно, исправить? Ну, берете как можно больше, соответственно, таких вот пасек, например, штук 10, да, кладете там каждую там по лесной луговой пчеле. И, соответственно, ну, уже если вы там 10 пасек выложите, скорее всего, хотя бы в одной у вас обычная матка появится. Или обычная пчелка, какой-нибудь трутень. Вот. Еще есть фишки. Ну, допустим, вот мы получили обычную, потом обычную можно с лесной смешать, получить развитую, а уже развитую с обычной, например, знатную, и, наконец, получить какую-нибудь имперскую. Вот. Из имперской еще можно, короче, здесь селекция очень-очень разнообразная. Вот. Значит, моя рекомендация. Обязательно старайтесь сперва гены создать хорошие, то есть, допустим, на плодовитость, на, соответственно, срок жизни поменьше, чтобы она еще желательно была дневная, ночная, чтобы у вас круглые сутки работала, чтобы в дождь тоже работала, чтобы вам дождь не мешал выводить новых видов. Делайте как можно больше трутней, чтобы были про запас, чтобы как можно больше перебирать. Еще есть лайфхак, если у вас устоит Magic Bees, то с помощью таких вот рамка метаболическая. Метаболическая рамка увеличивает шанс мутации на 80%. То есть, если сюда еще класть метаболические рамки, то выведение практически 100%. Вот. Но если у вас нет такого дополнения, то не огорчайтесь. Я спокойно выводил такие же все виды и, соответственно, без всяких дополнений. То есть, просто по 10 пасек ставил, раз-раз, где-то выпадает. И так вот перебором, соответственно, находим нужные виды. Так, и что еще я вам забыл рассказать? Сейчас подумаю. Мне кажется, я все самые основные моменты показал. Так, как выводить, да, как увеличивать шанс. Что еще? Да, еще, кстати, бывает, что интересно, для некоторых видов пчел, то есть определенные нужны виды цветков, там может быть даже, например, какой-нибудь у эндер пчелы яйцо дракона, экзотически очень. Может быть, для выведения новых видов вам потребуется какой-то предмет ставить под пасеку, это обязательно надо смотреть. Возможно, в какое-то определенное время нужно выводить, например, ночью. Может быть, в определенная фаза Луны. Здесь, кстати, есть какой-то, по-моему, лунометр или что-то типа того. Ну, в принципе, с метаболическими рамками, например, это не особо проблема. Да, кстати, вот он. Нефритовый набор Луны. Он показывает фазу Луны. Вот. Ну, это про все можно в интернете почитать. То есть, какие условия там. Обычно даже некоторых пишут там прям в НИИ, как выводить. Вот. Соответственно, вот здесь такое-то условие. А если, например, какую-нибудь такую взять из Magic Bees, может быть даже пишут, что требуется земляной кристалл в качестве основы. Здесь в НИИ все прям четко написано, что нужно. Земляной, и просто нужно какое-то основание под ней. И пожалуйста, с 8% шансом у нас выводится новый вид. Вот и в принципе все секреты, которые здесь используются. Пожалуй, про пчеловодство все. Дальше, наверное, я попробую снять гайд про Magic Bees. Про пчел, которые выводят там, которые дают нам алмазы, кристаллы из Applied Energetics. В общем, очень классный мод. Рекомендую посмотреть эти видео. Если вам понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, которые я выпускаю. Пишите в комментариях, что бы еще, может, хотели увидеть. И большое спасибо за просмотр.